привет и добро пожаловать на наше новое видео. Сегодня мы отправляемся на однодневную поездку из Копенгагена в Хельсингер. Но для начала нам нужно добраться до железнодорожной станции. Оттуда без пересадок можно доехать за 40 минут. Пунктуально в 11 в Хельсингоре начали звонить колокола, и наши первые минуты в городе сопровождались вот таким саундтреком. Удивительным образом, конечно, здесь очень пусто, несмотря на то, что мы идем сейчас по самым туристическим маршрутам. То есть, как бы церковь, да, она закрыта, но и на дорогах тоже практически никого нет. И здесь уже видна наша следующая цель, главный замок. По нашим наблюдениям, у главного музея появилось гораздо больше людей, но это в основном школьники. Мы успели купить билеты, для студентов стоит 125, а для обычных смертных взрослых 145. Нам тоже дали карту, и у нас через 20 минут есть возможность попасть на бесплатный тур. Хотя это кощунственное заявление про бесплатный тур, давайте скажем, что он входит в стоимость билета, а я пока расскажу про замок. Кронборг – это самый знаменитый замок в Дании, и многие знают его как Эльсинор из Гамлета. Именно здесь по сюжету принц датский видел призрак своего отца, но прикол в том, что Шекспир никогда не был в Дании, но умудрился создать этому месту большую славу. Однако настоящая причина существования замка гораздо прозаичнее. Это был своего рода стратегический шлагбаум. Он стоит в самом узком месте пролива Эресун, и его отделяют всего лишь 4 километра от Швеции. Поэтому обратите внимание, что пушки замка направлены не на сушу, а на воду. Во всей этой ситуации есть только один минус, а то, что здесь ужасно ветрено. С рюкзаками нельзя, поэтому их приходится сдавать в камеру хранения. Это карнавальный зал, так что мы чувствуем себя, как будто мы на карнавальной вечеринке. Из этой комнаты мы попадаем в другую очень классную вещь, что если забраться вот на эти лестничные пролеты, можно увидеть банкет. Точнее, я чувствую себя, как будто это я, вот этот вот гусь, как будто меня сейчас будут есть. Здравствуйте, мистер Лобстер. Очень классная идея, конечно, правда, я там 2 раза головой ударилась, потому что потолки низкие. Но поднимаемся сейчас на 2-й этаж. Я очень сомневаюсь, что у них была тогда такая музыка. Мне кажется, все 125 датских крон, которые мы заплатили за вход, они просто могут принадлежать только вот этой вот комнате. А потом у меня появилась возможность посидеть на троне, в тронном зале и даже примерить на себя корону. Слушайте, я очень благодарна, что это не оригинальная корона, потому что, вот видите, кстати, вот тут вот не хватает, вот здесь вот не хватает, и вот тут вот еще отвалилось, но это, клянусь богом, была не я. У меня только одна вот такая вот на счету моей души. Здесь есть даже целая креативная комната, где можно собирать лего. Там станция рисования. Здесь, конечно же, наши прекрасные фигуры, которые мы опробовали.
еще одна станция Лего. И вы даже посмотрите на какая прекрасная здесь зона отдыха есть. Ну, теперь танцы и медитации в сторону, поговорим о второй легендарной вещи в замке, а именно Хольгере Дачанине, или, как его еще называют, спящий король под замком. Это национальный герой, и по преданию он не умер, а просто дремлет, скрестив руки на мече, прям как я во время сессии. Легенда гласит, что Хольгер проснется и поведет датчан в бой только в тот день, когда Дании будет угрожать смертельная опасность. А пока он спит, в стране все в порядке. И лично мне эта история напоминает легенду короля Артура, рыцаря круглого стола из Британии. Самая тяжелая часть программы. Мы поднимаемся по лестнице на башню. 145 ступенек. Честно сказать, один из самых лучших замков, которые мы посещали. Ну, во-первых, я не так много их посещала, но этот просто 10 из 10. У меня в какой-то момент разрядился телефон, и я не смогла снять второй этаж, но там есть даже отсек, где ты можешь лечь на кровать и почувствовать себя просто королем. И нам уже, честно сказать, хочется есть, поэтому мы надеемся, что по картам должен быть открыт тот самый food market, который указывается во всех картах, что он самый лучший, если вы поехали в Хельсингор. Я заказала себе fish burger. Красота! It's hot. Really nice. Бургер просто 10 из 10. Это была такая нежная рыбка внутри, но в то же время она хрустящая снаружи. Поэтому я не ожидала, что он будет такой большой. Поэтому вот эта вот картошка фри, к сожалению, остается практически не съеденная. У них также есть территория нар снаружи. А самое главное, посмотрите, какая у них рыба! Такая вот мини-рыбка из каких-то отходов. Вот так всегда захочешь кого-то сфотографировать, и ты такой, хоп, здравствуйте, меня видно в кадре. Для сравнения, замок находится вон там. Мы прошли дальше, где были маяки, и он как бы с другой стороны здесь. Но самое главное, будьте аккуратны, а особенно вот с этой стороны. Я и мое неумение вообще ходить, мне кажется, чуть ли не привело меня к купанию. С исполненным долгом на вот этой набережной. Нас уже здесь больше ничего не задерживает. Мы пойдем в центр города. Тем более время уже больше 5. Нам где-то нужно найти... Здравствуйте. Нам где-то нужно найти, купить открытки, сувениры. И уже скоро начнет темнеть, поэтому долго мы там тоже не проходим. Jingle all the way. Минуточку, у нас октябрь, нам уже можно петь Jingle Bells. Как оказалось, железнодорожная станция очень близко находится к центру, потому что буквально 2 минуты, и мы уже видим поезда.
Я считаю, что мы посмотрели сегодня уже все, что можно было посмотреть в центре. Нам невероятно понравилось. Вот прям честно, я не ожидала, что будет такой классный музей-замок. Поэтому мы уже здесь около железнодорожного вокзала. Всем спасибо, что вы досмотрели до конца. Надеюсь, вам понравилось. Всем желаю удачи, до скорого и пока!